Привет, ребята, с вами Владимир, канал Железный Клад. В общем, сидел дома, разбирался с картами, да и думаю, запишу видео, как я ищу железо по картам. Так, для того, чтобы вам его найти, вам потребуется приложение на телефоне и приложение на компьютере. На телефоне это приложение Virtus Map, на компьютере это Google Планета Земля версии Pro. Итак, начинаем. Я выбрал район, изначально выставил точки для себя, где бы я их копал. Сейчас объясню, чем я руководствовался. Для начала вам не потребуются сами карты, которые установлены уже в самом приложении. Вам потребуется нажать на верхнюю кнопочку с буквой W и нажать «Поиск». Этим самым вам покажет все урочища, которые находятся на этой территории. Их я отметил, как вы видите на моей карте, желтым значком. Вот сверху, посередине, одно снизу и одно еще слева внизу. Вот так вот. И теперь, для того, чтобы начать свой поиск, конечно, можно ехать прямо на урочище. Ну, скажем, вот этот вот поселок, он еще жилой, а вот здесь деревня, вот эта, она уже не жилая, ее как таковой нету. В принципе, как бы с этого места можно начинать поиски. Если на территории этих деревень будет находиться металл, соответственно, и в округе его еще не выбили. Но по факту все такие урочища, деревни, сараи, фермы уже давно выбиты, и там вы, можете, конечно, накопать, может быть, куда-то и не заезжали люди, и не искали там металл, но в большинстве своем, сколько вот я езжу, уже как бы многие и урочища, и деревни, и фермы, они уже все выбиты, и выбиты не по одному разу. И сейчас будем рассматривать эту карту дальше. Так, следующее, что вам потребуется, это значок снизу экрана. Вы нажимаете на него и ищете карты местности РККА и начинаете пролистывать их одну за одной. Их здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Вот так вот сделаем. 6 сверху вниз. Они не все будут вам подходить. Какие-то подойдут, какие-то нет. Но на всех этих картах могут находиться здания, которые на одной карте есть, на другой их нет. И сейчас мы начнем с вами вместе проверять. Значит, нажимаем на самую верхнюю карту. И как мы видим, верхним ползунком ее на этой местности нету. Значит, движемся дальше. Нажимаем на вторую карту. И вот мы получили первую карту местности. И мы видим, что на ней уже отмечаются некоторые здания, которые имеются на этой территории. И вот, рядом с озером, которое можете здесь видеть в центре экрана, есть сарай. Значит, его мы отмечаем. Отмечаем также летник. Это летний скотный двор, куда угоняли животных. И видим, что сверху карты есть еще склад. Также есть много территорий по кругу. Это значит фермы, ГСМ и различные мастерские, которые находятся рядом с поселком Первомайский. Вот они находятся. Сверху тоже я отметил сарай, склад. И дальше смотрим, что есть еще. Вот снизу вот еще тоже. Здесь я не стал отмечать. Но здесь тоже рядом с поселком и МТФ большая и тому подобное. Значит, движемся к следующей карте. Будет у нас третья. Так, ее у нас тоже нету на этой местности. Дальше, четвертая карта. Вот, мы получили уже более свежую, более прорисованную карту, но, как мы видим, на ней тоже больше ничего не отмечено. Дальше, пятая карта. И вот мы получаем с вами еще один результат. Это у нас появился загон в центре экрана. Появился еще один загон с 2 сараями. Скорее всего, здания, в которых кто-то находился.
появился навес какой-то непонятный, его мы тоже пометим. И что? Все, да? Получается. Ну, в принципе, этого нам уже достаточно. Можно переключиться еще на последнюю, на 6-ю карту. И мы получаем, как мы видим, рядом с деревней еще одно здание. Возможно, это так отметили загон. Этого я сказать не могу. Но на ней уже больше ничего как бы толкового нету. Все, значит, выбираем мы 4-ю карту. И теперь мы будем разглядывать местность. Итак, мы отправились, скажем, по контрольным точкам, которые мы выставили. Можно приехать сразу в деревню, обойти ее, если, конечно, в ней будет попадаться металл. Это очень хорошо. Значит, в округе еще не все выбито, потому что, ну, соответственно, первое, куда едут люди, это на урочища, это фермы, это всякие различные сараи и тому подобное, как строения, где-то, может быть, какие-то затерявшиеся здания. Дальше мы отправляемся с вами в сарай, который находился рядом, проверяем его. И также загоны, обходим все, обходим, в общем, все контрольные точки. Если нам больше ничего от этого не требуется, если там есть металл, это все очень хорошо. Дальше. Для того, чтобы определиться с поиском по местности, желательно использовать карту Google Planeta Pro. И на ней мы отматываем до того года, когда мы получаем самые качественные карты. На этой территории это 2015 год. И мы можем проследить, где и что здесь находилось. Вот мы видим это же озеро, которое находится на территории, рядом точнее с территорией урочища. И место, где был сарай. Вот оно. Получается, вот здесь вот был сарай. Все вот это место нужно обходить. Также мы смотрим, что находилось рядом. Все дороги поселковые. Также. Так, если посмотреть по карте, то через лес, вот через этот, проходила дорога. Выходила она вот тут вот. И теперь, подъехав к этому месту, мы видим, вот здесь вот уже выросли деревья. Их здесь раньше не было. Вся вот эта вот территория, это вновь выросший лес. Нам здесь искать нечего. Скорее всего, здесь уже ничего нет. А нам надо заходить вот прямо в кайму этой дороги, вот в это вот место. Вот я мышкой помечаю, и вы можете увидеть, что здесь уже более старые деревья. Соответственно, почему именно так? Раньше, еще при Советском Союзе, не допускалось того, чтобы была нераспаханная земля. Соответственно, заставляли пахать все вообще, всю землю подпахивать, не оставляли ни клочка, ни кусочка. И такого вот, как здесь, заброшенных каких-то заросших лесов, этого ничего не было. Это либо выкашивалось, либо пахалось. Теперь далее мы видим, что вот здесь, если мы отмотаем на 2022 год, здесь все уже это один сплошной лес. Вот, мышкой я помечаю, видно, что здесь это уже все один сплошной лес, но в 2015 году, да, так у нас 16-й, вот 15-й год, здесь еще не заросло так сильно, и можно видеть контуры, где лес именно начал вырастать вновь. То бишь мы будем обходить вот всю вот эту вот кромку, и ее на карте желательно видеть. Также я бы стал обходить весь вот этот вот край. Во-первых, вот это вот место, которое находится рядом с водоемом. Вот это вот место, которое находится рядом с водоемом, потому что здесь рядом дорога. Вот тут вот перелесочек, я бы его обязательно обошел. И затем, так как здесь территория очень близкая к воде, а она подпахивалась, и мы видим это,
то, скорее всего, люди здесь просто останавливались. Ну, скажем, эти же трактористы могли здесь остановиться, что-то ремонтировать. Просто могли выбросить какие-то запчасти. И, соответственно, нам нужно обойти вот весь этот край, который не был заросшим еще в далекие 70-е, 60-е, может быть даже 50-е годы. Вот это вот все место. Дальше мы посмотрим на загон. Так как у нас карта отмотана до 2015 года, это не так давно было, но на территории все-таки можно рассмотреть некоторые вещи. И что мы здесь видим? Выросший, соответственно, лес, а здесь был загон. И вот в этом месте есть какой-то, я не знаю, невыросший кусок леса. Не знаю, с чем это связано, даже представить не могу. Но именно вот в этот вот кусок леса я бы зашел. Обязательно его бы проверил. Так, дальше. Вот эта вот вся территория рядом с речкой, скорее всего, ее обкашивали, возможно, и опахивали. Дальше. Обязательно нужно проходить вот эти вот точки на полях. Почему? Потому что на самих полях, допустим, осенью, когда проливали дожди, трактор останавливался, чинился, но чинился он вблизь дорог. То бишь мы можем видеть, что вот где-то недалеко вот от этого места проходила дорога. Допустим, сломался трактор, на самом поле он запчасти не выкинет. Он выкинет их там, где ему удобнее, там, где ему ближе, а вот этот вот кусок в поле, он, скорее всего, был здесь всегда. И, соответственно, тракторист где-то рядом с этим местом сломался, подъехал к этому куску леса и прямо сюда и выбросил все свои запчасти. Мог выбросить и также и сюда, конечно, в любое место, где ему было ближе и удобнее, чтобы не возить их с собой. Далее урочище. Вот это вот. Здесь была деревня, соответственно. Мы можем видеть на маленькой карте, что в конце деревни был где-то вот в этом месте сарай. Что это было, тоже непонятно. Скорее всего, склад какой-то, может быть, для хранения сена или еще каких-то нужд. Но это место нам нужно будет найти обязательно и, соответственно, тоже пробить. Далее, у самой деревни никогда не делали мусорок. Вот где-то за деревней, да, конечно, могли там накидать, но в большинстве своем это оттаскивали куда-нибудь подальше. И на маленькой карте мы можем видеть, что в конце деревни, примерно вот в этом вот месте, было большое снижение по высоте с перепадом, наверное, где-то порядка 20 метров. Из деревни легко могли свозить весь металл, мусор именно сюда. Затем, также на маленькой карте мы видим, что рядом с деревней, с этой, находилось слияние двух речек. Вот в этом вот месте. И здесь, прямо сейчас на карте, мы можем видеть проходящую дорогу. Вот в этом вот месте. Соответственно, она уходила от одной деревни, скорее всего, до другой. А в этом месте, так как это ближнее место, могли стоять кузни, могли стоять какие-то небольшие зданица, могли стоять мельницы, не отмеченные на картах и разрушенные еще до образования, там, скажем, карт вот этих вот, да, там. У нас в области последняя фотоаэросъемка проходила в 1972 году, соответственно, позднее уже все карты просто перерисовывались друг на дружку. Больше аэрофотосъемки уже не было. Ну и, соответственно, таким вот способом мы обходим всю территорию. А еще для тех, кто купил металлоискатель вновь, хочу сказать, что поездка исключительно по точкам. Вы, конечно, сможете найти там какой-то металл, там килограмм 100-150, может быть, насобираете, но хорошего металла вы уже там не найдете. Его там уже нету. Его выкопали еще, может быть, в 90-х или в 2000-х годах. Почему я советую выбивать всю территорию целиком?
это будет вам давать хорошее представление о том, есть ли вообще металл на этой территории. То бишь, выбрасывали ли его здесь, или здесь был какой-то зажиточный колхоз, который все запчасти складировал у себя, а потом самостоятельно сдавал в пункты приема. Или на этой территории вообще нет никакого металла, и вам ничего не попадается ни в лесах, ни на контрольных точках на сараях, ни у дорог, нигде. И тогда вы сможете уже понимать, есть ли смысл сюда ездить дальше. Если, соответственно, вы приехали, пробили одну территорию, ничего не попалось, вторую территорию, ничего не попалось, отъехали куда-то в другое место, точно так же пробили кусок, и там тоже ничего нет, меняйте место. Тут вы ничего найти толком не сможете, поскольку или этот металл здесь просто не выбрасывали, или здесь были какие-то непахотные поля, скажем, поля для покоса травы или для выгула скота. Так вы сможете быстрее понять, есть ли металл на местности и есть ли смысл его здесь искать. А может быть, есть смысл сместиться куда-нибудь в другое место, где этот металл будет попадаться более эффективно и более качественно. А вам всем привет от Владимира, от канала Железный Клад, и всем пока!